Сегодняшний урок наш будет техническим, но для начала я расскажу вам о своем подходе в плетении. Я часто рассказываю в своих социальных сетях своим ученикам о том, что главное внимание я уделяю самому плетению, а точнее его качеству, в первую очередь не материалам, не форме, а именно качеству скручивания проволоки. Во-первых, ровное плетение – это красиво и это показатель качества. Во-вторых, правильное качественное скручивание проволоки неизбежно приведет к прочности вашего украшения, у него будет сильно меньше шансов сломаться. И в-третьих, аккуратное ровное плетение – это показатель того, что вы умеете видеть мельчайшие детали, а это качество дано уже не всем. И именно развитием этого навыка мы будем с вами заниматься на данном курсе. С чего же начинается плетение? Как вы понимаете, украшения бывают очень разных видов, их огромное множество, просто бесконечное, и они отличаются самыми разными техниками, то есть тем, как они делаются. Я мастер в технике проволочного плетения, и разбирать в большей степени мы будем именно эту технику. В основе плетения лежит проволока, я буду повторять это очень много раз. Хорошая, качественная проволока, которая не темнеет, называется ювелирной. Я выделила для себя несколько видов основных брендов, о которых мы также говорили с вами чуть ранее. Я лишь напомню вам главные характеристики проволоки. Основная толщина, которую мы будем с вами брать, 0,4 мм. Можно 0,3, но лучше 0,4. Так ваши украшения будут прочнее и однороднее. Конечно же, я уделю внимание моменту, когда мы будем плести в несколько проволочек, но в основном будем плести одной. Так больше вероятности, что наши украшения, наши изделия будут более аккуратными. Поговорим немного про цвет проволоки. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется цвет серебро, так как он считается более нейтральным, но все же я хочу отметить, что цвет золота ничем ему не уступает, и на самом деле в крайнее время люди больше обращают на этот цвет внимание. Также ювелирная проволока может быть и розовой, и бордовой, и зеленой, и синей, и красной, но даже цвет золота имеет минимум 3 разных оттенка. Главная основа, база, по которой мы с вами будем изучать структуру украшений, это веточка. Я думаю, всем уже понятно, почему веточка называется веточкой, потому что она похожа на красивую веточку растения. Ведь все самое лучшее придумала природа. Веточка – это базовое украшение для всего. Научившись плести именно это украшение, именно этот вид, вы сможете сделать абсолютно любое изделие в данной технике. Самое главное – понять принцип плетения и его особенности. И мы вплотную с вами подошли к теме условных обозначений. Я выделила несколько условных обозначений для того, чтобы мы могли с вами друг друга понимать, для того, чтобы мы все разговаривали на одном языке. Итак, ушко. Веточка начинается с ушка. Иногда оно может быть не самым первым, а где-то в начале, но все же лучше, чтобы оно было. Так называемое ушко – это такая петля, в которую мы в будущем будем вставлять невидимки. И с помощью невидимок, собственно, веточка и крепится к волосам. Ушко может быть одно или несколько. Оптимально делать его в начале и в конце веточки для удобства крепления. Но можно сделать небольшую легкую веточку, и тогда достаточно будет всего лишь одного ушка, которое будет завершать украшение. Я рекомендую вам делать ушко размером максимум в 5 мм, чтобы на нем не было лишнего акцента. Если вы посмотрите где-нибудь в интернете фотографии разных изделий веточек, вы увидите, что очень большое количество мастеров совершают эту ошибку. Они делают ушко очень большим, а стилисты, крепя украшения в прическу невесты, оставляют это ушко на виду. Конечно же, понимаю, что они специалисты другого дела и не могут понимать и знать всего, что касается нашего дела. Но эта торчащая петля абсолютно некрасиво. Именно поэтому мы делаем его маленьким, и позже я вам расскажу еще один секрет, чтобы ушко было еще менее заметным. Ушко может быть большего размера, и это единственное исключение, если вы вместо невидимок будете крепить ваше украшение, например, на ленты, как венок. И, разумеется, тогда ушко стоит оставить пошире. И тот самый секрет, о котором я говорила чуть ранее. Ушко можно повернуть боком, то есть ребром, чтобы его вообще не было видно с лицевой стороны украшения.
Следующее условное обозначение – это стебель и отростки. Давайте представим наше украшение в виде линий. И вот эта главная линия, от которой будут идти все остальные линии, это основа, так называемый стебель. А все прочие короткие линии, то есть веточки с бусинками, идущие от основной, мы будем называть отростками. Просто представляйте себе натуральную веточку растения и называйте все соответствующе. Стебель и отростки. Следующее условное обозначение – это лицо и изнанка. У наших украшений, как и у вещей, есть своя лицевая и изнаночная стороны. Как же их отличать? А на самом деле очень просто, как и швы на вещах. По некоторым бусинам у нас будет проходить проволока. Так вот, лицевой стороной будет та, где эту проволоку не видно. И наоборот, соответственно. И если не соблюдать лицо и изнанку, это просто дурной тон. Как говорится, моветон. Следующее наше условное обозначение – это просветы и перекруты. Просветами я условно называю участки в плетении проволоки, которые настолько недокручены, что буквально просвечиваются. Просвечиваются просветы, когда между двумя проволочками у нас остается заметное пространство. А перекруты – это когда проволока некрасиво и толсто намотана, либо когда проволока скрутилась со слишком сильной натяжкой. И просвет, и перекрут – это своего рода крайности, которые в любом случае визуально некрасивы, но еще и могут привести к поломке вашего украшения. Не докрутить и перекрутить – это плохо для вашего изделия. Именно поэтому мы будем с вами учиться плести красиво, ровно, правильно, для того, чтобы найти этот приятный эстетичный баланс. На этом условные обозначения заканчиваются, но мы с вами еще немного поговорим о других моментах. О бусинах. На начальном этапе, когда вы только пробуете плести, когда вы только-только учитесь, вы можете абсолютно не заморачиваться. И как я говорила в предыдущем уроке, вы можете купить даже вообще самые дешевые бусины, пластиковые, чтобы ваши руки ощутили, каково это плести, чтобы они ощутили сам процесс. И, конечно же, именно в этом случае нам абсолютно не важно, из каких материалов вы будете учиться плести. Однако в будущем, когда вы будете набирать свою базу материалов, я рекомендую вам все же использовать стеклянные, хрустальные бусины. В некотором случае можно использовать акриловые, но в данном случае, когда они акриловые, то есть это аналог пластика, но это чуть-чуть другой материал, вы можете его использовать, но обращайте внимание именно на внешнюю составляющую и на качество. Теперь давайте немного поговорим об основных видах бусин, которые я выделяю в своей работе. О видах бусин мы можем судить по их граненой форме, и каждая из этих форм имеет свое название. Их на самом деле очень много, но я не ювелир и поделюсь с вами только основными видами, которые знаю сама. На самом деле название бусин даже особо и не важно, но я все же вам их расскажу для того, чтобы вы их просто знали и для того, чтобы вы смогли вбить их в поиске, когда вы захотите что-то купить. Итак, первый вид бусин – это бриолеты. Бриолет – это такая граненая бусина, которая напоминает форму острой вытянутой капли. Следующая форма бусин – это рандели. Это граненые круглые бусинки. Биконусы – это такие бусинки, которые как бы напоминают нам форму ромбика или даже шестиугольника, если смотреть на ее силуэт. Следующие две формы – это капли и рис. Эти две формы очень похожи, но немножко отличаются тем, что у капли закруглена одна сторона, а вторая как бы обрезана. Ну а форма рис говорит сама за себя. Теперь поговорим немного именно о серьгах. Я выделяю два вида серег. Да, правильно говорить серег. Это плетеные серьги и сборные серьги. Плетеные серьги – это такие сережки, которые мы буквально плетем, как и веточку. Просто в конечном итоге она формирована и закреплена как серьга. Но также можно выделить и сборные серьги. Они отличаются от плетеных тем, что их не нужно плести. Вы просто берете отдельные разные материалы и как бы собираете сережку. Такие серьги могут состоять из самой швензы, например, крючка, какого-нибудь коннектора. Коннектор – это соединитель. Они бывают очень разных форм, их огромное множество. Также, например, туда можно добавить какой-нибудь натуральный жемчуг, а сама жемчужинка будет у нас крепиться на такую палочку с шариком или с крючочком, которая называется пин.
Вообще материалов для плетения украшений или даже для сережек, условно сборных, огромное множество. Это и цепочки, и колечки, и стразы, и всякие разные крепления, замки, булавки, силиконовые заглушки. Всего даже и не перечесть. Но об этом вы уже узнаете на собственном опыте, когда будете набирать свои материалы. А непосредственно для создания украшений вам потребуются еще и инструменты. В первую очередь вам потребуются ножницы для того, чтобы обрезать кусочки проволоки. Кто-то для таких целей использует щипцы или маленькие кусачки. Также вам потребуются плоскогубцы или круглогубцы. В идеале, чтобы у вас было и то, и другое. То есть ножницами мы отрезаем необходимое количество проволоки, а плоскогубцами или круглогубцами мы прижимаем острые концы проволоки, когда уже мы сделали украшение. И также круглогубцами мы можем закрутить, например, пин, чтобы сделать такой крючочек для фиксации бусины на коннекторе. Например, когда мы делаем сборные серьги. Здесь же следует отметить тоже важный момент – однотипное крепление бусин. Представьте, что мы с вами плетем веточку, и в нашей веточке несколько видов разных бусинок. Например, одни рандели, а другие рис. Так вот, все рандели должны быть закреплены одинаково. Вы продеваете проволоку в бусинку, с обеих сторон поджимаете проволочку, визуально находите середину этой бусинки, и от этой серединки вы плетете проволоку. Рис же, в свою очередь, изначально имеет вытянутую форму и более корректно будет скручивать проволоку от одного из отверстий, не посередине, как в предыдущем примере, а именно от одного из отверстий. В случае, например, с биконусами, вы можете крепить как ранделю или как рис, как вам больше нравится. Еще одним важным фактором является устойчивое крепление. Ведь наиболее презентабельными выглядят именно те украшения, на которых элементы более крепко зафиксированы. Особенно это касается тяжелых элементов, например, листиков, или бриолетов, или каких-то других тяжелых бусин. То есть лучше, чтобы бусинка сама по себе не болталась, а была крепко зафиксирована. Наглядно покажу вам пример. И как вы догадываетесь, конечно же, листочков тоже есть огромное количество разных видов. И я выделила несколько видов, которыми я пользуюсь сама. И как закрепить эти разные виды листочков на проволоке, вы узнаете из следующего видео.